Время принимать политические решения, время нести за них ответственность и время действовать. Как руководитель Народного антикризисного управления «Политик» обращаюсь к Светлане Тихановской, к членам Координационного совета и ко всем представителям демократических сил, а также к белорусской диаспоре во всем мире и ко всем, без исключения, гражданам Беларуси. Еще летом прошлого года мы вместе сформулировали и утвердили 3 ключевых народных требования, выполнение которых является единственным условием для разрешения политического, правового и гуманитарного кризиса в Беларуси. Кризиса, созданного режимом Лукашенко после организованной им фальсификации президентских выборов, силового захвата власти и начала самых жестоких и бесчеловечных репрессий в современной истории нашей страны. Но мы не забыли. Мы не отказались от наших требований и помним каждое. Первое. Освобождение всех политических заключенных и прекращение репрессий. Второе. Привлечение к ответственности всех лиц, виновных в преступлениях против белорусского народа. Третье. Проведение новых демократических выборов. Мы вынуждены констатировать, что ни одно из них не выполнено. А созданный режимом диктатора кризис продолжает усугубляться и уже превратился из внутреннего в региональный. Мы убеждены, что для преодоления кризиса в данных условиях остро стоит необходимость выработки единой стратегии на внутреннем и внешнем направлениях. Стратегии, предполагающей конкретные, активные, совместные действия со стороны демократических сил и гражданского общества. Но для этого нам важно иметь четкое понимание сложившейся на текущий момент ситуации. Первое. Мы находимся в условиях масштабной контратаки режима на демократические силы и гражданские инициативы, направленной на тотальное подавление гражданского общества. Второе. Лукашенко не планирует до конца своей жизни отказываться от власти, удерживаемой при помощи силы и массовых репрессий. Третье. Диктатор фактически ввел военное положение в Беларуси, объявил войну белорусскому народу и развязал гибридную войну в отношении соседних государств. Четвертое. Белорусское общество проходит этап психологических преобразований от эйфории объединения к прагматизации оценок реального положения дел и ожидает четкой программы со стороны демократических сил по выходу из сложившейся ситуации. Пятое. Белорусское гражданское общество имеет значительную поддержку со стороны демократических стран и международных институтов. Шестое. С учетом действий Кремля по поддержке и финансированию режима диктатора, а также постановки цели по инкорпорации Беларуси в состав России, очевидна реальная угроза утраты суверенитета и независимости Беларуси. Принимая во внимание текущую ситуацию, осознавая роль, обязательства и ответственность Народного антикризисного управления и всех демократических сил Беларуси для ее разрешения, мы должны предпринять ряд системных действий, направленных на первое. Определение стратегических задач на ближайшую и среднесрочную перспективу. Второе. Объединение всех институтов белорусского гражданского общества, заинтересованных в реальных действиях, нацеленных на выполнение главных требований. Мы определили ряд основных стратегических задач на внешнем и внутреннем направлениях, выполнение которых будет способствовать созданию предпосылок для реализации 3 народных требований и победы демократического большинства над диктатурой Лукашенко. Многие государства, поддерживающие белорусов в демократических устремлениях, заявили о нелегитимности выборов, состоявшихся 9 августа прошлого года. Однако это не является фактором, обеспечивающим полную блокаду и изоляцию режима от международных контактов и доступа к внешним финансовым ресурсам. Исходя из этого, приоритетной для нас должна стать задача обеспечения правового непризнания Лукашенко и его правительства – «de-recognition», что позволит добиться эффективной изоляции диктатора и его пособников на внешней арене. Кроме того, выполнение данной задачи позволит разблокировать вопрос отказа от функционального иммунитета Лукашенко, связанного с должностью главы государства, для дальнейшего продвижения вопроса о признании его режима террористическим.
Задача, которая является ключевой с точки зрения реализации принципа неминуемости ответственности за уголовные преступления, совершенные режимом в отношении белорусского народа и иностранных граждан. Это обеспечение международно-правовой уголовной ответственности лично Лукашенко и лиц, виновных в преступных деяниях. Необходимо добиваться квалификации действий режима как актов международного терроризма и преступлений против человечности. Основаниями для этого являются доклады различных международных правозащитных организаций, в том числе доклад ОБСЕ и конкретные доказательства по фактам совершенных убийств, пыток, насилия, противоправных судебных решений. При реализации данной задачи необходимо также ставить вопрос об использовании механизма универсальной уголовной юрисдикции в рамках Конвенции ООН против пыток, а также о создании Международного уголовного суда ad-hoc по Беларуси. Для выработки единого алгоритма действий НАО проведет международную конференцию 11 октября 2021 года в Нюрнберге. Ограничительные меры, вплоть до полной блокады торговых и финансовых отношений с режимом, являются одним из важных элементов давления на режим с целью освобождения политических заключенных и назначения даты новых президентских выборов. Для нас важно освобождение каждого, и мы будем бороться за это, не допуская торговли политзаключенными. Следующим основанием для применения новых санкций являются миграционный кризис и торговля людьми, организованные режимом. Военные учения «Запад-2021», оставившие в Беларуси новые российские военные базы под видом учебных центров, огромный внешний долг перед Россией, который Лукашенко нечем отдавать, интеграционные соглашения, реальная угроза суверенитету Беларуси. Кремль должен получить от нас четкие сигналы о том, что белорусский народ не будет расплачиваться с ним по долгам Лукашенко. Мы добьемся, во-первых, не признания Лукашенко и его правительства, а во-вторых, признания его режима террористическим и, соответственно, признания подписанным им любых интеграционных и других соглашений с Россией юридически ничтожными. Мы победим диктатуру в своей стране и не допустим внешнего вмешательства, инкорпорации страны и сдачи суверенитета. Светлане Тихановской совместно с другими демократическими силами мы предлагаем подготовить и направить совместное обращение в адрес лидеров мировых держав с предложением принять принципиальные политические решения на национальном и международном уровнях о непризнании Лукашенко и его правительства, о признании его режима террористическим, об усилении и синхронизации санкционного давления до выполнения всех без исключения народных требований, о защите независимости и суверенитета Беларуси. Кроме того, данная повестка должна стать ключевой в ходе всех внешнеполитических встреч и визитов, а также на информационном поле. Основным инструментом внутреннего давления на режим должна стать организация забастовочного движения и проведение самой забастовки. Для этого необходимы консолидация усилий и синхронизация взаимодействия белорусского объединения рабочих и рабочего руху, а также принятие соответствующего плана действий и активная информационно-разъяснительная работа всех медиаресурсов Демсил. НАО выражает поддержку плану Перамога и готова предложить любую необходимую помощь ситуационно-аналитическому центру в его продвижении и синхронизации с объявлением забастовки. Аналогичную готовность и поддержку данной инициативе необходимо выразить и обеспечить всем демократическим силам, а гражданскому обществу внутри страны необходимо предложить массово к нему присоединиться. С учетом того, что в Беларуси прекратили свое действие законы, гарантирующие права граждан на свободу слова, собраний, манифестаций, выбора, на высказывание своей позиции, нашими инструментами давления должны стать широкое партизанское и подпольное движение. Необходимо принять общее решение и определить структуры, координирующие методы сопротивления.
При этом крайне важной является организация разъяснительной работы об амнистии и реабилитации граждан, подвергшихся репрессиям по политическим мотивам. С тем, чтобы информационная работа приносила соответствующий эффект, необходимо обеспечить максимальную поддержку активной повестки всеми независимыми СМИ. Отсутствие такой поддержки уменьшит эффективность реализации политических решений. СМИ – это четвертая ветвь власти, обладающая огромным влиянием на общество, которая должна быть максимально задействована при продвижении ключевых инициатив и действий демсил и гражданского общества, направленных на реализацию трех народных требований. Во-первых, мы предлагаем создание белорусской демократической платформы как инструмента для максимально широкой координации действий по активной повестке дня, предполагающей реализацию конкретных задач. Во-вторых, мы видим существенную ошибку в том, что до текущего момента демократическими силами не было создано альтернативных институтов управления государством. Мы должны исправить эту ошибку и вернуть данную инициативу и инструмент в руки белорусского народа. В связи с этим НАУ предлагает в ближайшее время созвать Конгресс белорусов вне зависимости от места их проживания, выработать регламент и провести выборы делегатов Конгресса, обеспечив реальное представительство белорусского народа как единственного источника власти. Делегаты Конгресса, полномочность и легитимность которых должна быть подтверждена мандатной комиссией, смогут принять решение о создании альтернативных институтов власти, которые будут работать на выполнение требований и воли белорусского народа в интересах спасения нашей независимости и перехода к построению новой демократической Беларуси. Время принимать политические решения, время нести за них ответственность и время действовать. Живе Беларусь!